Некая женщина ехала одна по ночному шоссе в лесу. Ее машину сзади догнал другой автомобиль, освещая ее светом фар. Затем он собрался пойти на обгон и даже выехал на встречную рядом с ней, но вдруг сдал назад и опять пристроился сзади. Женщина занервничала и стала следить за странным автомобилем в зеркало заднего вида. Автомобиль подъехал на опасно близкое расстояние от ее заднего бампера и включил дальний свет. Спустя минуту фары погасли на какое-то время, но затем водитель снова включил дальний свет. Женщина поднажала на газ, но автомобиль неотступно следовал за ней и на узких поворотах, и на крутых холмах. Человек в той машине попеременно включал и выключал дальний свет. Испуганная женщина следила за дорогой, боясь оглядываться на преследующий ее автомобиль. Она надеялась, что рано или поздно преследователь отстанет, но время шло, а этого не происходило. В конце концов, женщина достала телефон и позвонила в полицию. Когда оператор ответил, она закричала в трубку: «Меня преследует псих. Он пристроился своей машиной ко мне в хвост и моргает огнями». Она сказала оператору, где находится. Вскоре она увидела вдалеке мигалку полицейской машины. Женщина вздохнула с облегчением и остановила машину. Странный автомобиль и тут ткнулся сзади, включив фары на полную мощность. Водитель выскочил из кабины и бросился к машине женщины, но тут путь ему перегородила подоспевшая полицейская машина. Двое полицейских вышли из нее с пистолетами наготове, скрутили человека и заставили его лечь лицом вниз на газон. Тот закричал: «Кто-то есть в ее машине. В ее машине псих». Полицейские затолкали водителя на заднее кресло своего автомобиля и пошли к женщине. К своему ужасу, они увидели, что женщина мертва, она лежала с перерезанным горлом, упав лицом на руль. Задняя дверца ее машины была открыта, а на кресле остался лежать окровавленный нож. Полицейские посмотрели по сторонам, но шоссе проходило через густой лес, и найти убийцу уже было невозможно. Я собирался обогнать машину, когда случайно увидел, что какой-то человек вылезает из-под заднего кресла и достает нож, позже объяснял водитель странной машины. Тогда я сбросил скорость и пристроился сзади к ее машине, и человек опять спрятался под кресло. Я включал дальний свет каждый раз, когда я видел, как он поднимается вновь.